Всем добрый индийский полдень. Именно так показали мне хиджи в автобусе за то, что я им не дал денег. Друзья, добро пожаловать в Индию. Направляемся в сторону... В какую сторону? В сторону Старого Дели, на самый большой в мире... Самый большой в мире маркет специй. Очень интересная штука, всем советую. Естественно, точка отправления это Мейн Базар. Я не знаю, сколько я раз был в Индии, но всегда приезжаю сюда. Радостный. Иногда разочаровываюсь, но все равно еду сюда. На улице небольшой дождик идет. Поэтому пешком нереально передвигаться сегодня. Но вечер обещает быть пахучим. Здесь, когда проходишь, проезжаешь, резкий аромат еды. Всегда много-много специй. Все это жарится, парится, тушится. И сильно дымит. Самое главное, чтобы сейчас дождик закончился, потому что не особо комфортно передвигаться. Наш водитель просто без причины сигналит. Из мечети доносится голос, видно, какое-то толкование идет, цитат из Корана. Уже не молитва, а что-то он рассказывает. И рассказывает не то, что в пределах мечети внутри, а и вот мы проезжаем, тоже слышим. Наш мусульманский квартал. Большая часть здесь проживает мусульман. По тюбетейкам видно. Да, сегодня пятница, Джума намаз, наверное. Все спешат на молитву. Какие-то масла, благовония продают. Сразу фрукты все покупают. Не знаю, или в мечеть идут с фруктами, или, может быть, после мечети будут. Вот кто-то молится прямо здесь возле машины под дождем. Мечеть. Я смотрю, и дети тоже в мечеть ходят, маленькие. Справа от нас железная дорога. Слышно, как поезда идут. Дождь не хочет останавливаться. Если вы хотите стричься дешево в Индии, то вот такие вот места. Там даже парикмахер уснул в кресле. Ну а мы попали в небольшой тупик. Западня из машин. Вечные разборки. Здесь просто разрешают всем передвигаться вот в этой части.
на тракторах, на рикшах, на велосипедах, пешком, с телегами, на буйволах. Соответственно, скоростной режим падает постоянно. Еще мечеть. Всегда вспоминаю индусов, когда вижу их в других странах, такие спокойные, умиротворенные. После Индии, конечно, для них все остальное тишь да гладь. Здесь вот точки по оптовой продаже абсолютно всего. Здесь все продается. Это все наш водитель сигналит без остановки. Могут украсть телефон. Про что я и говорил, здесь все смешалось. Люди, кони и машины. И рынок еще. Здесь дернуть могут, да, 3 секунды. И растворяться еще быстрее в этой толпе. Уже попадаются точки со специями, мы где-то почти рядом. Смотрите, в принципе, сейчас дождик капает, сейчас активность спала, но все равно людей много. Подсказывают, что мы уже почти на месте, но еще нет. Я пока не специи вижу, а лапшу. Вон дядьку из фильма ужасов. Как передать, что сейчас здесь происходит? Вот представьте себе скотный рынок, где много-много ног прошло. Вот эта сырость, вонь и грязь. Здесь все пока смешалось. То есть пряности пока не перебивают эти ароматы. Тут еще вот такой грязи идет с чемоданом, в галстуке. Это местные тележки. Сама тележка килограмм 300, по-моему, весит, но зато она и тащит. Наверное, не менее полтонны. Обязательно ее 2-3 человека толкают. Что-то в мешках находится, но все накрыто. Так как дождь. Похоже на мешки с куркумой, потому что отчетливо видно желтые корни. Дедушка что-то там делает. Стену мочит. В таких мешках привозят всякие коренья.
Аж голова тут кружится. Викас, а это что такое? Это кокос. Кокос? А что с ним делать? Масло туда и Масло дают? Это пиклс, блин, это мой любимый продукт, между прочим. Кто не знает, это зеленая манго там со всякими специями, очень вкусная штука, острая. Это уже начался рынок специй? Ну, естественно, здесь мешки с самосвалами не лежат, но вот 280 рупий килограмм корицы. Корица вот так. Ой, корица, куркума. Куркума же, да? Да. Рынок маленький, но только это они показывают. Я понял, понял. Все остальное спрятано. Хотел сказать, а молотая куркума. Вот это все куркума. А есть молотая? Что? Молотая куркума. Как пыль она. Как порошок. Ой, блин, здесь дышать нечем уже. Я чувствую, что много слишком всего в воздухе витает. Бабушки что-то делают. 50 килограмм пакет. Это не, это маркет не. Это оптовый, да? Да. Продать килограмм или. Здесь килограммами не продают. Ну, может, какие-то лавочки. В основном здесь разговаривают от 50 килограмм. Вообще что-то непонятное. Тамарин? Тамарин, да. Тамарины прессованные. А это машрум? Манго? Манго, сухой манго. А, Зеленый манго. все, аккуратнее. Так, поднимаемся. Hello. Блин, тут самому-то тяжело идти, не то что мешки тащить. Конечно, тяжело дышать, здесь все в специях, перец везде летает. Hello. Как будто на кухню на большую попал. Место интересное. Это все перец. Это все перец. Еще перец. Все опасно до чего-то дотрагиваться. Вот видите, кто-то здесь даже спит, продает спит. Вот они отдыхают среди перца. Вот еще перец. Сколько же здесь перца? Ну, здесь все равно пахнет приятно, честно скажу. Такое смесь специй. Нос пощипывает, но не так сильно. Сейчас вам картину хочу показать. Просто чувак руками трогает без проблем перец. Шебуршит его, потом нос почешется. Вика, спроси, у него нет проблем? No problem для руки? Нет. Не щипит, то лицо дотронется, ничего? ये छू के हाथ मुंह छोड़ने पे तो जलने लगता है ना। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, हमारा नहीं जलता, आप लोगों का जलेगा। У нас хотя у него не будет, нас будет. А, он значит здесь работает. Или как-то связан. Вот смотри, здесь вроде бы перец, да, а пахнет как будто хорошей туалетной водой, да? Чувствуешь? Ну, я имею в виду, такой приятный запах здесь стоит. Реально приятный. Приятно, это не приятно. Ну, не знаю, очень приятный. Я бы здесь жить остался.
Если бы предложили, наверное, быть может. Ёпарасоте. Они здесь спят. У всех здесь есть кровать. Все отдыхают прям среди приправ. Здесь не только спят, здесь вот можно и приготовить еду. Какие-то лари у всех. У тех, кто носит мешки и специальные крюки в руках, который протыкается вот этот тряпочный мешок. Ну, пока терпимо. Реально, пока терпимо. Куркумасик. Очень много перца, куркумы. Очень много кориандра. Здесь... Что его? Чили? О, все, вот здесь, вот здесь я уже чувствую, у меня нос зачесался. Что это такое? ये क्या है भैया? People है? People? People है सर. What is it, people? Это дерево. А, дерево people? People का तो पता होता. Это корица, да? ये दालचीनी है ना? दालचीनी. Вот это корица. Дальше не знаем мы ничего. Это имбирь? Это имбирь? Это я не. Я тоже не знаю вот это что такое. Это гвоздика, это не знаю. Какое-то пшено. हाँ? लाल जौनत्री बिरयानी में मिलता है. Я чувствую, что-то проникает мне в нос. И уже начинает возле носа пощипывать. Здесь с мешками денег все ходят. Мне кажется, они не болеют вообще никогда, да? Столько антисептиков всегда. В воздухе. Сейчас влажная среда. И в воздухе витает все это дело. Ну что сказать-то? Тонны всего. Ну вот кому, если мало. Есть вот семена перца. Это чили, да? Вон и крысы тут бегают. Даже здесь крысы живут, которые не боятся перца. Все перец, 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 перец. Викас, спроси, пожалуйста, они вообще болеют, нет? Вот они столько вот это дышат перцем. Не болеют? Привыкли. Как Нет, я имею в виду, они вообще болеют? Простуда, ОРВИ, такие болезни есть? ऐसे जो आ रहा है. Это же антисептик. बीमार पड़ता है कि Нет? लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं भैया मतलब जैसे दादा पापा ये दूसरी तो जे रबो तले नीचे लॉन्ग एज में पता लगेगी ना आगे पता लगेगी नहीं अगर В общем, все родственники из поколения в поколение. साल के भी काम कर रहे हैं नहीं बोले जे दूसरा तो जे रबो तले. Не болеют, это хорошо. Дай бог, чтобы вообще никто в жизни не болел. Ну, здесь второй этаж преимущественно вот. Я говорю, перец, перец, перец. Перец, имбирь. Вид сверху, с третьего этажа. Выше уже, наверное, нету. Вот как раз на нашем уровне больше находятся склады. То есть вся движуха идет на втором этаже и на первом этаже. Какой-то, я так понимаю, комплекс раньше был, да? Пикас? Это как кампус маркета. Это раньше маркет такой был, да? Да. Комплекс маркета. Бедные электрики здесь, сантехники. Здесь их никогда не выгоняют с работы. Даже за небольшие провинности и большие провинности, потому что
найти концы здесь вообще нереально. Мне кажется, здесь еще и живут люди, я не удивлюсь. Работяги из других регионов. Can I see? Нет, ты, no. दिखा दो दिखा खाने के लिए बोल रहे हैं इनका दिमाग काम नहीं कर पाएगा Вот так выглядит аппарат, которым поддерживают мешок. Я, наверное, зря руками взял, по-любому сейчас в глаз залезу. не понимал А, из Непала? From Nepal, yes? В общем, вот так вот. Вот оборудование. Ну, кто любит фильмы ужасов, можно и там использовать. А он может съесть перец? Он как к острому हम относится? लोग को इतना सुनने में बहुत दिक्कत होता है सबको ऐसे बिना आदत हो गया है आदत हो गया तो ऐसे तो खा सकते हो चख के दिखाना ही पड़ता है Я тут жду, он выплюнет или... Не, он ест, он не выплюнул, смотри. हमको खाना पड़ता है दिखाना पड़ता है चखना पड़ता है सबको पास करना पड़ता है आदत हो गया थोड़ा थोड़ा करके चखते हैं No problem for you. नो प्रॉब्लम Он когда заходит в кафе, наверное, всегда чили спрашивает. Ну, не знаю, такое место нравится мне. Очень приятное. То место, куда ходит. Блядь, вот сам сказал, что этим пальцем не дотрагивайся, вот дотронулся. То место, куда хочется вернуться. Кто-то заказал 6 штук сразу. Я попросил без сахара. Не люблю сахара. Здесь многие идут мимо, окунают руку в перец и дальше идут. В общем, не один человек, я уже вижу, так делать. Я вот одного не могу понять, как это все хранится при такой влажности. Вот это вот вызывает вопросы, конечно, у меня. Почему я не пью с сахаром? Не то, что сахар вреден, а они очень много сахара добавляют. И вот смотрите, что он сейчас сделал. Он добавляет в чай имбирь и вот этот вот кардамончик как раз зелененький. Пока стояли, разговаривали с одним мужиком, он говорит, я без проблем могу съесть полкилограмма перца острого из мешка на спорт, без проблем. Естественно, такие опыты мы не будем ставить. Даже не буду сомневаться, что это могут сделать люди. Собаки спокойно ходят, спят, то есть нюхают. У собак, представляете, обоняние в 100 раз сильнее. Все привыкшие к этой остроте, все абсолютно. Этих людей острой едой не удивить. Это наш? У тебя тоже не сладкий? Да, не знаю. А то много сахара сыпят, да? Аж пить невозможно. Молоко. Пью без сахара. Серьезно? Да. Ну, видишь, все когда-то первый раз. Специально для тех, кто любит куркуму. В Индии делают напиток, водичка, куркума и чуть-чуть имбирь. Чуть-чуть куркумы там, пол столовой ложки на стакан. И все это дело
пьется утром. Очень полезная куркума. Чуть ли не Патока. Патока вы знаете? патока, патока. Паток. Мед. Ну, чуть похоже. Это не мед. Сироп. И дерево. Ну, сироп. Сироп, да. Сироп и кукрума и молоко. Очень полезно для... Я знаю. Можно вместо патоки сиропа меда добавить. Блин, куркума все лечит. मैं माल इकट्ठा कर लूँ हाँ जी भैया 100 रुपए का। Это что такое? ये आंवला मतलब कैंडी है मीठा लगता है हाँ ड्राई। Амла? В общем, это вот эти вот ватные палочки большие. Это для молитвы. Я сначала не понял, для чего, но переспросил. Участвует в процессе молитвы. Дедушка чихает, тут аж все летит. Я как раз смотрю, он на фоне фонаря чихает. Так, ну а мы затариваемся куркумой. ये 900 रुपये किलो है भैया Это больше на попкорн похоже. это не попкорн ये बोल रहा है पॉपकॉर्न है ये पॉपकॉर्न это похоже Можно я попробую? Да, можно. Это Не, вот. Так. Я не пойму, что это такое. Никакого вкуса нет. Вообще никакого вкуса нет. Ну, очень полезно. Какой-то в конце вкус молока. Там такой отдаленный. Больше ничего не почувствовал. Мы можем туда зайти посмотреть? А, это мечеть. Здесь надо снимать. Это поставить здесь. А мне в шортах можно? No problem. Хорошо, спросил. Я в шортах. У одного спрашиваю, может? Да, говорит, иди. Но я знаю, что нельзя. И взрослый дядька говорит, не надо. Не стоит. Знаете, как они интересно продают все это дело? Ставят вторую стену всегда зеркальную, чтобы казалось много. Типа объемы большие. आंवला कैंडी है क्या Это вот амла тоже очень полезная. Почему-то ее любят мухи и пчелы. ये टेस्ट कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं खट्टा मीठा लगेगा उसके हिसाब से Вспоминаешь рынки. Если хотите одну штучку попробовать, стоит 280 рублей килограмм, который около 1000 штук в килограмме, вам придется купить. Он сразу говорит так, продавец. Я говорю, давай я одну куплю тогда. Чем мне килограмм? Я же не понимаю, что это такое. Викас, давай такую штуку попробуем. Вот. Да. Я такую штуку хочу попробовать. Как называется она? Это я поставлю в сумку. Ну, ставь, да. Можно мне вот сюда, ладно? एक मिनट ले रहा है इस पूरा Сейчас он ловко проткнет ногтем своим. Что тут у всех ногти? Какой вкус? А я не знаю, какой вкус. Нет, вам можно острый. Острый, давай, острый. ठीक है करो Все, вошел этот ноготь сюда. Чуть-чуть пюре другими ногтями. Мне одну, короче. Я много не буду.
Голгаппа. Называется голгаппа. Идем. Мне хватит. 2. Как это? Мат. Ногти чешелистника. Ну ты счастлив? Очень острый. Острый? Не, мне нормально. Не, нормально. Я же местный, я же индус. Хорошо. Я русский. Ой, я не индус, я гражданин Индии. Но местный. Я русский. Да. Сколько стоит? Сколько мы Кого должны? я? Есть какой-то блэкаут. Дед мне такой говорит, да. Как будто он понял. Вот я сейчас почувствовал. Это у нас что такое? Это драгон фрукт. Нет, это я знаю, вот это. Это большой лимон, как лимон. Сколько стоит один такой большой лимон? एक कितने का है भैया? 80। काट रहा हूँ तुम्हारे सामने। Это не помело? Еще какой-то. Ты будешь? Вот так выглядит куркума, когда ее еще добыли. То есть вот эти корешки, они похожи на имбирь, только немножко желтые. Я знаю, что хочу попробовать? Аму. Это очень как сказать. Я не знаю, но не сладкий. Как называется? В общем, это кисло-зеленое яблоко с горькой... На. Вот эту сторону откуси. Это Вот это откуси. это очень... Не знаю, как сказать этот. Это кисло-горький вкус. Никак не надо говорить. Это кисло-горький вкус, который очень терпкий. Там, в общем, там куркумой закупились. Блин, вот реально забыл, как это называется штука. Вылетела из головы. А как это называется? Черами ели. Я не знаю, что это такое. Напомни мне, как. Петра. В общем, вот это. Черами, посмотри. Bluetooth Mail. Я знаю, что такое тростниковый конфет из тростникового сахара. Это полезно. Вот это? Сахар полезный. Будешь это? Это называется пан. Маут фреснер. Ты будешь? Нет. Давай один. Нет, я не куплю. Покажите ему, они могут. А сколько стоит один пан? कितने का है एक पान? एक पान कितने का है? У них у всех зубы черные. 20। 20 рупий. बनाना नहीं है भाई, हम खाते नहीं, खा नहीं पाएगा। Не успел я камеру включить, сейчас какой-то дядька просто с копьем прошел. Вот идет бык, никому не мешает. Я когда летел в Дели, ну, рядом сидело много-много индусов, и у них спрашивают, вы говядину будете или курицу?
Здесь вообще своя жизнь идет, протекает. Hello. Вот те самые ваточки желтые. А для какой молитвы? Для всех. Куда-то надо к стене? Масла Ага. и Джаганнат. Все, я понял. This light. This burn on. Это тоже огонь. Thank you. Объяснение тем ваточкам. Не очень я люблю ходить плотно к коровам и быкам, потому что в любой момент может кто-то шугнуть, и резкое движение рогом в бок. Несмотря на грязь, все сидят на белых простыночках, продавцы. Они любят свое рабочее место, заботятся о нем. Давай один. А вы кто будете? Я буду вот такую штуку. Давай такую одну съедим. Папайя. एक दे दीजिए पपाया पपीता दूं नींबू डालना Чем он нам насыпал? एक और इसमें सीख ले एगो ले लो इसकी जो है नहीं Не, мы... это लूसर चाय Это лучше чай, говорят. आओ जी 20 रुपए पपीता खाओगे जी नहीं это फ्रूट полезно лучше चाय I know. Меня жена всегда заставляет есть папайю. Жена ем. Нет. Без солью. Можно я без соли вот это схвачу? В общем, овощная лавка. Мультивитаминная. Ну, здесь такие фрукты, которые уже вот-вот умрут. Чуть-чуть замятые, не очень красивые, но еще вкусные. अरे खान साहब एक पन्नी और दे देना यार आंटी को ले लो Работает в чистоте, красавчик. Но в основном все продавцы фруктов покупают весь неликвид. То есть он вот-вот и умрет у вас во рту. Поэтому если вы потом побежали в туалет, это нормальное явление. Обыкновенное, слабительное. Рынок специй плавно перетекает в рынок всего. Вещей, носков, трусов. Все что угодно. Так хочется пить. Увидел какую-то точку, и дедушка аккуратно так нажимает на кнопку. В общем, на качок и качает оттуда газированную воду. Реально прям захотел выпить. Но я понимаю, откуда эта вода может выходить. И желание просто сразу пропадает, конечно. Рынок бижутерии и прокладок. Вот прокладки корытами продаются. Ёпта, красота.
Так, ну все, мы в тупике. Бля, муха. Так, самое главное. Так, что здесь? दिखाई दो हमारो वीडियो में शो No, thank you, friend. Так, куда нам? Как нам выйти отсюда? Пойдем туда. Здесь самое главное никому дорогу не перейти. И все. И мы оказались еще на каком-то рынке. С одного на другой. Здесь уже больше бижутерия, бижутерия, бижутерия. И очень многое. Майка насквозь полностью, от начала до конца. Даже поменяла цвет. Причем местные идут, они вообще не напрягаются. То есть он родился здесь, он видит это изо дня в день. Его не напрягает такое количество людей. Это норма. अगर लंबे समय के लिए घर से बाहर जाएं तो पड़ोसी को बचाव करना, दिन और रात के चौकीदार को बचाएं, लाइट ऑफ करके जाएं। अगर बच्चे Я первый раз реально вижу, что женские прокладки мешками продают. Причем продают мужики. Как выйти из этого ада? Как выйти? Мы выходим отсюда. Thank you. No need. Постоянно какие-то AirPods пытаются продать себе. Очки в футлярах. Ну типа это все брендовое, новое. Не зря Индия обогнала Китай по количеству населения. Мне кажется, еще обгонит. Еще 10 лет и прям будет видно, насколько больше стало. Я уже один раз на такую удочку попадался. Сейчас хотели второй раз меня поймать, но имейте в виду, в Индии есть такая тема, когда тебе предлагают, тем более если турист, почистить туфли, кроссовки. Они стоят с такими ящичками, щетками, кремами. Ты одному отказал, второму отказал, дальше идешь, третьему. Они видят, что ты не местный. Берут какой-то сверток, я не знаю, с чем, с говнецом прям, с хорошим, с таким противным. Кидают тебе на обувь и такие по плечу тебе потом хлоп-хлоп-хлоп. А у тебя, говорит, грязно, тебе надо вытереть. Почистить. Представьте, у меня был случай, когда я шел в летних кроссовках, они в сеточку. Естественно, все это в ткань врезается. Такое неприятное чувство, но вариантов не было. Пришлось не чистить. Вот и здесь. В общем, это какой-то фалоимитатор индийский. Вот и здесь. Сейчас, говорит, сплюну. Он что-то ел. Не, он что-то... Вот и здесь. बजाने के लिए ढूंढ This is called gulla. Gulla. Drum.
Для барабан. Yeah. You know, Vande Mataram. Все понял. Understand. Instrument música. For you. Это для música. Это música для música. Thank you. Но они ему показывали другое предназначение этой палки. Палки-копалки.